Легендарный хищник, способный бросить вызов не только стихии, но и настоящим гигантам Севера. Однако, чтобы стать умелым охотником, ему предстоит преодолеть долгий путь, полный опасностей и лишений. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и тема сегодняшнего выпуска – превращение из безобидного комочка в крупнейшего сухопутного хищника планеты. Взрослый белый медведь весит в среднем 400 кг, но детеныши появляются на свет массой чуть более половины килограмма. Они слепы, глухие и беспомощны, но уже облачены в мех, хотя основное тепло малыши получают от спящей матери. С приходом весны семейство впервые покидает убежище, но в целях безопасности не отходит от него несколько недель. Уже в младенчестве медвежата начинают оттачивать навыки, которые помогут им стать величайшими охотниками. Наконец, когда жировые запасы матери истощаются, семейство отправляется в бесконечное путешествие. У малышей остается около 2 лет, чтобы перенять все навыки медведицы, поэтому, подрастая, они активно изучают охотничьи тактики и даже пытаются принять участие в охоте, тем самым сводя к нулю все старания медведицы. Благодаря бесконечной заботе и самоотверженности матери даже в голодные времена выживают до 90% детенышей, что является превосходным показателем среди родственников. Например, у барибалов выживаемость потомства часто не превышает и половины. Прокормить подрастающее поколение непросто. Пока самцы могут отдыхать и экономить энергию, самка вынуждена постоянно искать провизию. Во многом спасает превосходное обоняние, за километры подсказывающее о желанной добыче. Конечно, туша привлекает внимание всех медведей поблизости, но для матери с потомством это единственный шанс выжить, поэтому она готова побороться за трофей даже с превышающими в размерах самцами. На запах приходят и другие группы, но о мирном обеде можно забыть, ведь семья медведей не из тех, кто любит соседство с себе подобными. К тому же матери следует избегать преследующих ее самцов, которые могут запросто расправиться с детенышами, чтобы избавиться от конкурентов и продолжить свой род. Обычно сбежать от тяжелого кавалера не составляет труда, но если он оказался в опасной близости от потомства, медведица всегда готова дать ему отпор, иногда ценой собственной жизни. Но порой преследователь бывает настолько настойчив, что мать не успевает отбить детеныша, и его может ждать печальная участь. При этом в самом суровом климате выбрасывать жертву – непозволительная роскошь, поэтому гигант без сомнений поедает себе подобных. Наконец, на 3-м году жизни дети покидают мать, но хоть они не уступают взрослым в размерах, жизненного опыта все еще слишком мало, поэтому методом проб и ошибок молодые хищники приспосабливаются к самостоятельной жизни. Если охота раз за разом не приносит желаемых результатов, в отчаянии голодный медведь может поедать даже водоросли. Возможно, это единственный способ заполнить желудок, чтобы на время притупить чувство голода, но для самого плотоядного среди всех видов медведей долгий отказ от мясного рациона означает верную смерть. Моржи заведомо спасаются бегством при виде хищника, но им не стоит бояться неопытного зверя, который может рассчитывать лишь на оставленную без присмотра падаль. Преодолевая десятки километров ежедневно, хищник пытается использовать любую возможность утолить голод и прибегает к самым нетипичным тактикам. Короткое лето становится тяжелым испытанием даже для взрослых особей, а молодым приходится проявлять максимум изобретательности, а порой и рисковать жизнью, чтобы продержаться до появления льдов. Приходится задействовать ловкость, скорость и реакцию, чтобы, как и бурые собратья, овладеть мастерством рыбной ловли. Лишь самым находчивым и везучим в юном возрасте удается застать врасплох тюленя, наиболее желанную добычу.
Первым делом медведь добирается до богатого калориями жира, который также становится источником воды, столь важной в соленой среде. Наконец, набравшись достаточно опыта, хищник готов к самым сложным испытаниям и схваткам с превышающими в размерах животными. Но победить взрослого здорового моржа не под силу даже матерому самцу, ведь длины его когтей и зубов не хватит, чтобы прокусить толстую шкуру. А казалось бы, безграничная сила не способна удержать на месте паникующего гиганта массой более тонны. Поэтому белый медведь придерживается четкого плана. Используя естественное укрытие, а также учитывая погодные условия, такие как туман и направление ветра, охотник полагается на внезапность, ведь главная задача – посеять панику в стаде. Сотни моржей спешат в воду. В суматохе своими массивными телами они могут задавить себе подобных или попросту оставить без присмотра молодых и беспомощных детенышей. Медведю остается лишь ухватить трофей и быстро покинуть застигнутых врасплох родителей. Конечно, далеко не всем суждено стать великими охотниками. Таяние льдов, отсутствие потенциальной добычи или попросту стечение обстоятельств часто делают борьбу за жизнь невероятно трудной. Одной лишь скорости и грубой силы явно недостаточно, чтобы успешно нападать на бдительных соседей, а на каждую неудачную попытку уходит не только время, но и драгоценная энергия. И хотя белый медведь может обходиться без пищи несколько месяцев, рано или поздно его силы подходят к концу. Белые медведи необычайно сильны. Они славятся скоростью и выносливостью, превосходно плавают и ныряют, имеют внушительный запас терпения и могут часами караулить добычу. А также они невероятно умны и хитры. Но в суровой Арктике по отдельности эти навыки ничего не стоят. И чтобы стать успешным охотником, первые годы жизни медведю нужно научиться грамотно комбинировать свои возможности, что позволяет найти подход к любой, даже самой большой и опасной добыче. А также нужно отбросить страх и сразиться с сильнейшими представителями своего вида, чтобы передать по наследству собственные гены. Постоянно меняющиеся погодные условия ставят все более сложные задачи для хищников, но сильные и находчивые медведи изобретают новые тактики и испытывают невиданные ранее приемы, что позволяет им успешно приспосабливаться, выживать и выращивать потомство, пожалуй, в самой сложной среде обитания. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!